Вот и все. Это последний гвоздь в крышку гроба АвтоВАЗа. Надо было не поднимать цены до небес. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наши Рутуб, ВК и Телеграм каналы. Друзья, честно, кто из нас не мечтал хотя бы раз о новой машине? Не обязательно о Ладе, но о чем-то надежном, чтобы не стоять потом каждый месяц в очереди в сервис и не выкидывать половину зарплаты на ремонт. Представьте, вы отказываетесь от поездки на море, экономите на одежде, откладываете каждый рубль, а в итоге узнаете, что АвтоВАЗ опять поднял цены. И не просто поднял, а сделал это так, будто мы с вами, обычные покупатели, сами виноваты в их провалах. Как будто они делают одолжение, что вообще продолжают выпускать машины. Эта история началась не вчера. АвтоВАЗ был когда-то символом гордости, а теперь все чаще ассоциируется с оправданиями, провалами и недоверием. То, что происходит с этим заводом, уже давно вызывает вопросы. Что именно они делают? Почему снова собираются залезть к нам в карман? И как вообще возможно, что предприятие с такой историей катится в никуда? Я попытаюсь рассказать об этом, не забывая и про экономику, и про логику. И, конечно, добавлю немного личных мыслей, чтобы не было скучно и формально. Так что пристегивайтесь, впереди будет жарко. Недавно Максим Соколов, президент АвтоВАЗа, снова вышел к публике и сообщил радостную новость. Автомобили подорожают. Причина, как водится, вне их контроля. На этот раз виноваты китайцы. По его словам, китайские бренды демпингуют, то есть продают свои машины ниже себестоимости, чтобы вытеснить российский автопром. А мы-то думали, что проблемы у АвтоВАЗа из-за их же ошибок. Но нет. Теперь снова внешний враг. Раньше были санкции, курс рубля, уход партнеров. Теперь демпинг из Поднебесной. Вот только логики в этой позиции все меньше. Если китайские машины такие дешевые и востребованные, может стоит не обвинять, а поучиться у них. Они делают автомобили современнее, технологичнее, комфортнее и при этом по более вменяемым ценам. Вместо того, чтобы брать с них пример, АвтоВАЗ снова выбирает путь нытья. И, конечно, снова все заканчивается обещанием поднять цены. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ, а мы идем дальше. Для тех, кто подзабыл, 10 лет назад Гранта стоила в районе 230 тысяч рублей, с кондиционером 300 тысяч. Сегодня миллион. За ту же самую модель с теми же морально устаревшими решениями. То ли мы с вами стали жить в 10 раз лучше, то ли кто-то просто окончательно потерял связь с реальностью. И вместо благодарности за то, что вообще кто-то еще покупает эти машины, мы слышим: будет еще дороже и вообще не жалуйтесь. АвтоВАЗ — это больше, чем завод. Это целая эпоха. Когда-то «Жигули» были мечтой, показателем успеха. Их ждали годами, ими хвастались. Но времена изменились. Конкуренты появились, стандарты стали выше, технологии ушли далеко вперед. А АвтоВАЗ все чаще отставал. В 2000-х его едва ли не проглотили долги. И только приход Рено позволил немного выправить ситуацию. Французы вложили деньги, обновили линейку, дали заводу второе дыхание. Появилась надежда. Но как только Рено ушел из России в 2022 году, все снова начало рушиться. И теперь вместо модернизации мы наблюдаем возвращение к старым схемам. Растущие убытки, повышение цены и бесконечные разговоры о трудностях периода. Денег вливают много, результата ноль. Завод снова стал черной дырой, которая всасывает миллиарды, но ничего полезного не выдает. В
В прошлом году АвтоВАЗ официально отчитался об убытках в 10 миллиардов рублей. При этом именно ему досталась основная часть из 100 миллиардов рублей, выделенных государством на поддержку автопрома. Но разве мы видим отдачу? Машины, которые ломаются через пару месяцев. Сборка на уровне 2005 года. Дизайн будто из архивов. При этом ценник как у приличного китайца. А чтобы среднестатистический россиянин с зарплатой в 70 тысяч рублей смог купить новую Гранту, ему нужно больше года вообще ничего не есть. Это реальность. Когда Соколов говорит, что китайцы играют нечестно, мне хочется задать один вопрос. А может, вы просто не умеете играть? Китайские производители работают быстро, гибко, с минимальной маржой. Они автоматизировали производство, упростили логистику, вложились в технологии, а АвтоВАЗ в это время жалуется и снова тянет деньги из бюджета. Неудивительно, что в прошлом году китайцы заняли уже 55% рынка, а АвтоВАЗ всего 28%. При том, что у последнего все преференции от утильсбора до субсидий на покупку. Так может, не китайцы виноваты, а подход? Я все чаще ловлю себя на мысли, почему АвтоВАЗ не хочет меняться. Почему, имея инфраструктуру, кадры, поддержку, он год за годом демонстрирует одни и те же ошибки. Мое мнение, все дело в управлении. Люди, которые стоят у руля, привыкли к стабильной схеме. Жалоба, субсидия, тишина. Им не нужен рынок, им не нужна конкуренция, им не нужны риски. Им удобно, ведь в любом случае государство поможет. Добавим сюда еще один фактор – коррупцию. Про нее, конечно, официально никто не скажет, но слухов хватает. Десятки миллиардов ежегодно вливают в завод, но до конечного продукта они, похоже, не доходят. Вместо новых технологий те же гранты с новыми фарами. Вместо свежих решений косметический ремонт старого. Деньги куда-то испаряются. А когда журналисты начинают задавать вопросы, слышим привычное «нам тяжело, помогите». И вот теперь возникает главный вопрос. Что делать обычному человеку? Брать «Ладу» за миллион? Или лучше смотреть в сторону китайцев, где за те же деньги ты получаешь и медиасистему, и нормальный климат-контроль, и ощущение, что сидишь в 21 веке. А может, лучше не менять машину вообще? И просто ездить на старом Форде, если он еще заводится. Мой личный совет, если позволяют средства, посмотрите на китайские бренды. У них сегодня объективно лучшее соотношение цены и качества. Если денег нет, возможно, разумнее вложиться в ремонт своего старого авто, чем переплачивать за отечественную новинку, которая морально устарела еще до выхода. Что ждет АвтоВАЗ через несколько лет? Предугадать трудно. Есть сценарий, при котором они находят нового технологического партнера, производят перезапуск, налаживают контроль качества и начинают конкурировать на равных. Но признаюсь честно, я в этот вариант уже почти не верю. Слишком много раз мы это слышали. Скорее всего, цены будут расти, продажи падать, убытки увеличиваться. И в какой-то момент государство либо окончательно выкупит завод, превратив его в национальный музей советского автопрома, либо просто перестанет спасать. А теперь все зависит от нас. Пока мы молча соглашаемся с ростом цен и продолжаем покупать «Лады» из патриотизма или безысходности, ничего не изменится. Но если мы начнем задавать вопросы, требовать качества, сравнивать, анализировать и голосовать рублем, есть шанс. Не факт, что это изменит все сразу, но хотя бы появится давление, которое заставит шевелиться. Я верю, что сила в сообществе, в людях, которые не боятся говорить правду и требуют перемен. Поэтому поделитесь своими историями. Какая машина у вас сейчас? Есть ли опыт с «Ладой»? А может, уже перешли на китайца и довольны ли им? Напишите об этом, важно знать, что думают реальные люди. И если вам близки мои рассуждения, подписывайтесь. Я продолжаю следить за ситуацией, делиться фактами, цифрами и мыслями. Вместе мы можем гораздо больше, чем кажется. АвтоВАЗу пора понять. Времена изменились, и мы тоже. Пора прекращать играть в старые игры. Спасибо, что досмотрели. Надеюсь, было не только интересно, но и полезно. Буду рад вашим комментариям. Ну и обещанная мною шутка. В ведро для мытья полов кладем 27 рублей монетами. Перемешиваем, воображая, как энергия денег пропитывает воду.
можно добавить несколько капель лимонного масла. Заклинание. Мою я с лимоном. Будет много миллионов. Переходите деньги в дом, с вами дружно заживем. Спасибо за доклад, уважаемый министр финансов. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.